История началась с того, что мы с моей мамой переехали в новую квартиру. Нам она очень понравилась, но вначале было очень сложно привыкнуть к людям, району, соседям, ну, как обычно бывает, когда переезжаешь. И вот однажды ночью я, как всегда, просидела до 3 часов ночи за ноутбуком. Закрыв его, я пошла на кухню попить воды. По дороге обратно я услышала стук, но не придала этому значения. Легла в кровать, начала засыпать, и вроде бы ничего. Я уже провалилась в прекрасные сны. Как вновь из ниоткуда послышался стук, только на этот раз громче. Я, решив узнать, откуда он издается, встала и пошла искать источник этого звука. Включила свет, начала ходить туда и сюда, и поэтому я нечаянно разбудила маму, которая вскоре накричала на меня и на мои сонные похождения по ночам. Я сразу легла, так и не узнав, откуда этот стук. На удивление, следующий день прошел быстро, так сказать, мимо меня. Меня это обрадовало, и с хорошим настроением я притопала домой. Дома меня ждала мама, как всегда. Вечером я села за ноут и зависла там на часа 3. Отвлек меня опять-таки этот стук. По телу пошел холодок. Я судорожно смотрела во все стороны, пошла на кухню затем, чтобы что-либо перекусить. Но когда я включила свет, лампочка перегорела. Я, конечно же, подумала о том, что у меня вечно все не как у людей, и пошла в темноту. Пока шла, нечаянно наступила на что-то мягкое, и я подумала, что это мой кот. Но это что-то, на что я наступила, не издало ни звука. Наконец-то я увидела что-то в этой темноте. Что-то стояло там, возле окна. Я видела глаза этого нечто, оно смотрело на меня. Меня затрясло, мурашки побежали по моему телу. Это нечто оскалило свои зубы. Боже, они как клыки, длинные и острые. В такие моменты люди убегают прочь и прячутся под одеялом. Я бы тоже с радостью это сделала, но я не смогла. Меня будто приклеило к этому месту. Я стояла там около получаса, замерзла до ужаса и не заметила, как упала в обморок. Утром пришла мама и, застав меня лежачей на кухне, не на шутку испугалась и начала меня трясти. Когда я проснулась, я была полностью бессильна. Я ничего не смогла объяснить маме, да и не поверила бы она. Это нечто больше не возвращалось. Я так и не поняла, что это было.